Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Рихизе и Карлос Оливейра. На сей раз я и мой коллега приготовили для вас мнение обзор игры Resident Evil Revelation. Изначально данная игра появилась в 2012 году на платформе Nintendo 3DS, но спустя год она была портирована сразу на 4 платформы, а именно Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, ну и наши с вами персональные компьютеры. Сюжет игры повествует нам об уже известных персонажах сей саги, а именно об агентах организации БСАА Джилл Валентайн и Крисе Редфилде, которые пытаются предотвратить биотеррористическую атаку организации Вельтра и отправляются на большой корабль, называемый Королева Зенобия. Однако есть и второй корабль, являющийся полным аналогом Зенобии. Кроме этого, сюжет игры довольно запутан. В игре имеется несколько новых персонажей, а именно Паркера Лучани, Джессика Шеррод, а также Кит Лампли и Квинт Кетчем, за которых, естественно, игроку предстоит управлять в ходе игры. А также есть еще один персонаж, Рэйчел, но она будет представлена в виде босса, так как ее убьют враги еще в самом начале игры, но кроме этого она будет скрытым персонажем в дополнительном режиме Рейд, в который можно поиграть в любой момент с другим игроком, другом, ну в общем неважно. Игра возвращается к истокам серии, и это довольно приятно наблюдать, потому что игроку снова придется искать всякие ключи и пытаться решать загадки. Однако довольно легкие и банальные загадки. Например, перенаправить силовые узлы на электронные панели рядом с дверью так, чтобы она смогла открыться, и тому подобные загадки. Игра происходит на огромном корабле, и игроку предоставляется почти полная свобода действий в плане исследования помещений корабля. Ну, естественно, если у него есть все ключи от закрытых помещений. Почему-то мне сразу вспоминаются две игры. Это одна из игр серии Resident Evil Dead Aim, где действие тоже происходит на корабле, и Cold Fear. Кстати, тоже вполне аналогичный пример. Стоит отметить, что игра довольно дословно цитирует первую Dead Space в плане того, что нужно будет бродить по однообразным коридорам корабля, ездить на лифтах и выполнять загадки на физический манер. Да и кстати, в игре 12 эпизодов, и тут Dead Space опять бьет ключом. Но стоит отметить, что во время кампании игрок сможет очутиться в ледяных горах, в ледяных шахтах, в аэропорту и прочих местах. И тем самым сможет оценить местные достопримечательности, врагов, ну и тому подобные вещи. Кроме того, после конца каждого эпизода появляется надпись «Ранее в Resident Evil Revelations», и тем самым можно прекрасно понять, что в данной ситуации игра делает прямую отсылку к одному очень известному хоррор-проекту под названием Alone in the Dark. Игровая механика балансирует между первой и четвертой частью, потому что боевая система копирует четвертый выпуск. Но стоит отметить, что в четвертой части было несколько видов ударов, а здесь только одна физическая атака, урон от которой можно регулировать длительным нажатием конкретной клавиши. И плюс ко всему игрок может свободно бить ножом, нажимая на левую кнопку мыши. Это если говорить о версии для ПК. Кроме того, есть и банальные уклонения, исполнение которых осуществляется нажатием одной лишь кнопки. Кроме того, у каждого персонажа, за которого вам придется играть, есть свое оружие ближнего боя. Допустим, у Джилл это нож, у Паркера топор, у Криса мачете и так далее. Если оглушить врага и ввести его в так называемый ступор, то можно будет произвести ближнюю физическую атаку, сила которой регулируется длительным нажатием нужной кнопки, как я и сказал об этом ранее. Отныне, если убить врага, то у него не будет патронов и аптечек, и эти полезности придется искать самому, что и является, собственно, плюсом игры. Кстати, касаемо поиска. В игре есть такое нововведение, как сканер Генезис, при помощи которого можно найти припрятанные патроны или аптечки, а также произвести сканирование либо живого врага, либо его останков, чтобы раздобыть вакцину, ну или, проще говоря, аптечку, как это еще по-другому называется. Касаемо оружия. Боевой арсенал довольно скромный и не такой, как, скажем, в той же Resident Evil 5, где у игрока есть возможность использовать все любое доступное оружие, число которого превышает сразу 20 доступных стволов, а то и больше. Оружие нельзя покупать, за исключением если игрок не играет в режим Raid, то там он может купить улучшения, сумки для увеличения емкости предметов, а также приобрести апгрейды для оружия. Еще одним интересным фактом является то, что игра больше склонна к оригинальному Resident Evil, а именно к первой части, в плане внешнего вида локаций. Например, холл корабля,
который походит на холл особняка Спенсера. А также в одном из эпизодов игры будет то, что главная героиня проснется и будет вынуждена найти отвертку, спустив воду в ванной. В принципе, оригинал тут блистает как на ладони. Оружие по-прежнему подвергается апгрейду, как и в предыдущих выпусках, только необходимо будет находить специальные детали и благодаря ним совершенствовать оружие в таких критериях, как урон, скорострельность, скорость перезарядки, кучность полета дроби, критический урон и прочие аспекты. Интересен тот факт, что у каждого персонажа в игре есть свое прошлое, которое активно повествуется игроку в диалогах персонажей и в видеороликах. Касаемо главных героев. Их внешний вид довольно сильно изменился, и Джилл теперь выглядит совершенно по-другому. Но, в принципе, ее внешний вид мне понравился. Только разработчики немного переборщили с губами, потому что главная героиня немного смахивает на утку. А что касается Криса, то он выглядит как и в пятой части, без щетины и похож на малолетнего мальчишку, которым он был когда-то в первой части. Мне понравилось то, что игра действительно походит на вполне годный survival horror, и местами становится действительно жутко. Ну, хотя Resident Evil не мог напугать до смерти никогда, но тут не поспоришь, что страх он нагонял очень даже старательно и умело. Кроме того, в игре весьма неплохая графика, и порт с консоли оказался очень даже неплохим, но не порадовала русская локализация с дефектами в переводе, оригинальные слова которого переведены либо неправильно, либо не полностью, либо с осечками. Кроме того, в игре есть дополнительный режим Raid, суть которого заключается в том, что игрок должен выбрать одного из предложенных персонажей, закупить для него подходящую экипировку и начать игру. Задача режима заключается в преодолении препятствий на пути, а именно, требуется добраться до какой-либо конкретной точки и убивать на своем пути большое количество врагов. Данный режим есть неплохой аналог с заезженным наемником и напоминает режимы экстрабитовые из Resident Evil 2 и Code Veronica. В геймплее наблюдаются такие изменения, как возможность плавать в воде, тем самым игра время от времени напоминает симулятор дайвинга. Это я говорю так, навскидку. Причем стоит отметить, что в Resident Evil 6 есть подобная тенденция. Как и всегда, можно передвигаться и вести огонь, что заметно облегчает игрокам задачу на выживание. Однако, если обратить внимание на плохую динамику игры, то передвигаться и вести огонь вблизи какого-нибудь, скажем, босса будет довольно сложно, из-за его резких и мощных атак, и придется выбирать тактику или пытаться вести огонь на расстоянии, скажем, из снайперской винтовки. А теперь перейдем к врагам, но я расскажу про одного из них. Это босс, который имеет в качестве оружия что-то наподобие циркулярной пилы и может разбрасывать ловушки, которые довольно-таки хитрые по своему расположению, в которые можно легко угодить. Однако, лично на мой взгляд, образ этого монстра разработчики скопировали из Resident Evil Outbreak File 2, а именно с босса по имени Никс, который выглядит точь-в-точь с тем, что представлен в Revelations. А теперь мой коллега Карлос Оливейра расскажет вам о минусах игры и более подробно расскажет про врагов. Тебе слово, коллега. Спасибо, Ярик, я продолжу. Сейчас мы поговорим о минусах игры. Собственно, минусов в игре не так уж и много, но они присутствуют. Например, такие как довольно однообразные враги, ведь встречается всего 6-7 видов, особенно на первых уровнях игры. Но уже в процессе будут самые разнообразные. Например, запоминается схватка Криса с Джессикой на лодке против череподобных монстров. Также запоминается монстр, внешне похожий на гладиатора. У него есть что-то наподобие меча и щита. Плюс ко всему очень разнообразные боссы, каждому из которых нужно найти свой подход в плане того, что нужно вести огонь по определенному месту. Во-вторых, не очень удобная механика. В том же Resident Evil 5 было гораздо удобнее. Не хватает так нам привычной системы инвентаризации в самой игре, ведь теперь она находится лишь в меню. При самой же игре мы имеем всего лишь 3 вида оружия, плюс набор из 4 видов гранат. Также подвели головоломки, так привычные фанатам старых частей. Они были очень простые и однообразны. Еще один из минусов является физика. Враги как будто из дерева, никак не реагируют на пули, столько очень долго стрелять по конечностям или же в голову. Но от их лишь немного отшатывает. Дробовик порой отбрасывает, но выглядит это очень уж заскриптовано. Еще хотелось бы сказать о прорисовке. Не знаю как фанатам, но лично мне не понравилось новое воплощение Джилла Криса. Невозможность повлиять на развитие сюжета, хотя, конечно, этого давно нет в серии, но все же хотелось бы некого разнообразия. За второстепенных персонажей игра получилась коридорным шутером.
Ну и в качестве итога я скажу, что данная игра получилась очень даже неплохо, и мы вместе рекомендуем абсолютно каждому поиграть в нее. Наша оценка ровно 9 баллов, не без учета того, что у этой игры есть свои плюсы и минусы, что вполне естественно. Что же, с вами все это время были Ярик ХЗ и Карлос Оливейра. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока.